Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. 13 мая, прямой эфир, Кость Бондаренко. Среда, потому что, Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками, нашими встречами по средам с Константином Петровичем. Всех призываю подписываться на Костя Бондаренко и на YouTube, и, конечно же, в Телеграм-канале. Ну и, естественно, давайте присоединяйтесь к нашей встрече. Значит, как всегда, это можно сделать несколькими путями. Во-первых, абсолютно открыто. В сообществе YouTube анонс нашей встречи, уже очень много вопросов. На них будем пытаться отвечать в режиме Блиц, чтобы никого не обидеть. Но если что-то где-то вдруг как-то так вот не срастется, ну, всяко бывает в нашем мире, то обязательно следите за анонсами на канале Константина Петровича. У него тоже есть такой формат, ответы на вопросы. Он, собственно, их собирает и, в общем, как бы отвечает. Поэтому не прогадайте. Также можно задать свой вопрос в чате трансляции абсолютно открыто, но в самом-самом финале, поэтому досмотрите до конца наш сегодняшний эфир. Конечно, клуб зрителей «Шелест», закрытое сообщество в Телеграм-канале. Не реклама ради, просто очень хорошая там компания. В общем, собираются, так сказать, обсуждают все люди. И, конечно же, милости просим, вот по QR-коду, который возле меня, не для всех это, конечно, доступно, этот сайт, в общем, это и канал поддержать, задонатить, и вот прям во время эфира на экран вывести ваш вопрос, если, ну, или мнение, пожелание, что хотите. Поэтому... В общем, такие пути нашего общения. Начнем сегодня с вот такого опроса эфира. В каком городе будет подписан мир между Россией и Украиной? Вопрос как бы со звездочкой, с небольшим подвохом, но тем не менее. Киев, Москва, Пекин или Вашингтон? Ну, в зависимости, да? Пекин, Вашингтон, подпишут. Или вот что-то такое нейтральное, Стамбул, Женева, Дубай, что-то вот такое, да, то есть вот где-то выберут эту третью страну и все. Тут сразу наслаиваются вопросы, поедет ли Зеленский в Москву, потому что, давайте честно, он сейчас в таком очень плохом положении. Вот все как-то так вот закрывают на это глаза, не комментируют, есть там 1000 голов Геббельса, которые кричат, там нападают на Мендель, рассказывают там, какой Ермак молодец, какие Набу негодяи и так далее, и так далее, и так далее. Но как-то вот нет этого, это серьезнейший удар по Зеленскому. Это серьезнейший удар на международной, внутренней, на любой арене. Ермак, который сейчас мы узнаем, ну, вроде как завтра в 9 утра узнаем, какой у него вердикт по мере пресечения, но тем не менее. И, ну, его спасет реноме только поездка в Москву. Вот реально, политически, силу показать, потому что сейчас удары дронов, там 800 дронов с начала суток, а люди, знаете, что пишут в комментариях? Говорят, а где указ Зеленского, запрещающий Путину бомбить Украину? Ну, то есть, только такой ход. Ну и как бы другие варианты. В Киеве это означает, что Россия придет в Киев, а вот Пекин, Вашингтон, третья сторона, ну или что-то нейтральное. Что бы вы выбрали из опроса? И как вообще рассматриваете положение дел у нашего Джокера? Если говорить о предпочтительном варианте, то, понятное дело, лучше всего четвертый вариант – это нейтральная страна. Нейтральная страна, нейтральный город некий, вот, в котором могут собраться и подписать мирный договор. Вот. Если говорить о наихудшем варианте для Украины, то это Киев. Угу. То есть Москва это не наихудший вариант? Нет. Наихудшее – это подписание в Киеве. Да, друзья, значит, голосуйте и вы, мы в конце подведем итоги. Ну что, Константин Петрович, очень интересно ваше мнение по поводу судьбы Ермака. Что вообще происходит? Сегодня такой какой-то очень странный день. Вот вчера началось, ну, вроде как одной строкой прочитали, там, прокуроры. Говорят, к гадалкам обращался, Татарова назначать или не назначать. А сегодня он прям согласовывал списки, и он прям на руководителей НАБУ и САП, Гончаренко, Железняка, Украинскую правду, Фиалу порчу наводил через эту гадалку, брал фотографию и в могилы закапывал. Я почему с этого начинаю? У нас, конечно, есть и более серьезные как бы вопросы и предпосылки, но ведь это же так по-украински: наворовать денег, купить хатынку построить, порчу навести. А кто вообще управляет Украиной сейчас? Гадалки? Да, получается, что гадалки – это такой особый вид
управления страной. Нет, ну если говорить серьезно, то бесовщины, чертовщины, в принципе, достаточно было всегда во все времена в Украине. То, что особенность Андрея Борисовича Ермака состояла в том, что он верил в сверхъестественные способности тех или иных лиц, личностей и советовался с ними. Вот. Это, с одной стороны, из-за его личной неуверенности. Он все-таки человек, хоть и держал всю исполнительную власть и всю власть в целом в стране под контролем, но все-таки из-за определенной недообразованности, отсутствия опыта и так далее, он все-таки не был уверен в правильности своих мыслей. Ему всегда необходима была определенная подпитка извне, для того, чтобы быть уверенным, что он действует правильно, а не, скажем так, делает ошибки какие-то. Поэтому вот и появляются гадалки. Но это на самом деле старая тема. На протяжении всей истории, новейшей истории Украины, вот истории, начиная с 91 года, разного рода гадалки, астрологи, колдуньи, там, экстрасенсы и так далее, они играли очень важную роль. Вот. Полушепотом там передавали политики, причем достаточно серьезные политики. Я был там, значит, в Западной Украине у такого-то Мальфара, там, значит, и тот мне сказал по секрету и так далее. Или же там я там была, там, значит, там ко мне приезжала одна очень известная, там, скажем так, гадалка, которая там раскрыла будущее, вот, что ожидает, и так далее, и так далее. То есть это можно было услышать, такие доверительные беседы очень часто и в разные времена. И во времена Кучмы, и во времена Ющенко, и во времена Януковича, да и при Порошенко и так далее. То есть это все было модно, это было популярно. Я очень хорошо помню, когда привозили очень как бы известную там, прорицательницу непосредственно из Израиля. И она проводила сеансы там, в гостинице «Днепр», там номер ей снимали, ну, и к ней там приходили за большие деньги, приходили люди, она там им рассказывала будущее. Вот, рассказывала, кто на какую должность будет назначен. Я очень хорошо помню, когда Виктор Янукович собирался ехать на Афон, вот, перед этим туда летел целый десант, вот, который старался каким-то образом добиться того, чтобы Януковичу там сказали, что вот обрати внимание на того-то и того-то, вот, на такого-то и такого-то. Вот, В этом-то и задача, Константин Петрович. Вот я вот почему мы вот об этом говорим, и действительно это какой-то ужас. Если честно, то почему Зеленский растоптан? Я попытаюсь объяснить свою мысль, потому что вот смотрите, сейчас на самом деле топ-событие в мире, самое главное, мы о нем поговорим более детально, это визит Трампа в Китай. У него бешеная делегация, его с помпой встречают с оркестром, он аж так подофигел, спустившись с трапа самолета, там Маск, все вот эти тузы, понимаете, компании, там Виза, вот это все. То есть он пробудет там 3 дня, то есть это ключевые вообще вопросы. За эти 3 дня можно обсудить все и кулуарно, и он едет туда конкретно подписывать. Мир может измениться экономически, геополитически, и это, ну, без всяких там, как бы, ну, без нагнетания. Всегда Зеленский пытался встроиться в какую-то тему международную, даже вот как-то вот плохо, криво, косо, ужасно, ну как-то вот пытался в Дубае там отправить ПВОшников, что-то вот где-то, чтобы тоже говорили об Украине, потому что он видел, что все как бы шло хорошо, но после того, как Израиль с Хамас начал боестолкновение, после теракта, когда вот прорвали границу, все, Украина просто как вот как бабка пошептала, бабка Ермака пошептала, понимаете? И он постоянно работал, и в принципе получалось, там где-то что-то, даже вот его взяли там в Ереван, вот это все. Но тут мы видим, что мир весь на грани больших тектонических вещей, а об Украине говорят, что там Ермак, гадалка, Мендель Такеру рассказывает, что Зеленский никакой, там радуется после похода в ванную комнату. То есть это полный провал, это полная катастрофа. И почему я вас перебил? Вот вы говорите на Афон. Ну подождите, это хоть что-то понятное, там, Бог, чудо, религия, какие-то там, да? А это кладбищенская история.
Я напомню, что кто первым начал поднимать кладбищенскую историю, но в другом контексте. В апреле 2015 года, не 15, 25, 20, извините, запутался в датах, в апреле 2023 года вот, Дмитрий Ильич Гордон записал ролик, в котором рассказал о том, что там колдуны собрались, вот, взяли фотографии известных деятелей российских, там, пропагандистов там, и прочих, и наслали порчу на них, и зарыли эти фотографии в могильную землю на кладбище. Вот, и теперь он сказал, что, значит, скоро начнут умирать люди. И он называл фамилии, и он даже назвал, кто первым умрет и так далее. Ну, понятное дело, что прошло уже достаточно большое количество времени, он говорил, что все это на протяжении 40 дней начнет работать, но как-то не сработало. Ну, то есть этот обряд, очевидно, был ему известен. Вот. Он был посвящен в эти обряды, которые сейчас абсолютно откровенно рассматривают уже и средства массовой информации, и суд рассматривает. Но если говорить про ситуацию в мире, я неоднократно проводил параллель между Украиной и Гаити. Вот. Там режим Дювалье, династии Дювалье, вот, он же был базирован в основном на том, что население держали в страхе, потому что религия вуду, вот, фактически официальный культ вуду, вот, насылалась порча и так далее. Были так называемые тонтон-макуты, которых народ считал воскресшими мертвецами, вот, которые терроризировали население. Это была опора режима Дювалье. Вот, режим, который полностью базировался на магии и на страхе. Вот, люди пропадали, неугодные режиму пропадали просто, потому что приходили тонтон-макуту, забирали в мешок, как считалось, вот, убивали человека, ну, считалось, что они уносили их куда-то вот на тот свет и так далее, и так далее. То есть терроризировали постоянно, но при этом режим Дювалье пользовался покровительством Соединенных Штатов, вот, пользовался полностью, несмотря на то, что вот эта бесовщина, вот, абсолютно, она десятилетиями длилась на протяжении там, многих лет, длилась, и, соответственно, все знали, что там процветает вот именно такая вот это мракобесие. Вот. Так Украина на самом деле ничем не лучше в данной ситуации. Что у нас политическая культура лучше, чем у Гаити, вы думаете? Если по сути дела, давайте более серьезно, хотя с гадалками все серьезно, это на суде зачитывала прокурор. Да, То да. есть и вообще об уровне там, тоже мы видели, там адвокат какой-то путается, говорит, депутатом Ермак был, какую-то чушь. В общем, Не, ну вы же понимаете, что у нас есть традиция, политическая традиция, которая началась в 2019 году. Вот. Когда можно набирать случайных людей, что в депутаты, что в пресс-секретари, что в адвокаты. То есть, продолжается эта традиция. Ну, вот. Поймали там человека где-то возле там, офиса президента. Вот, будешь адвокатом. Хорошо, буду адвокатом. Конечно, утрирую, но судя по его уровню подготовленности, так оно и есть. ну так Ермак говорит, я сам адвокат, 30 лет опыта. Он Понимаете? имел право сам защищать себя. То есть это абсолютно вправе. Ну, Да. видимо, такой адвокат, как руководитель страны. Гадалка поможет. Гадалка Да. Аза, как это, дорога дальняя, казенный дом. Но если серьезно, инкриминируют Ермаку отмывание денег. То есть за незаконные средства на украденной земле, украдено это фактически украдено, ее купили за бесценок, вроде как и схема стандартная, да, ну что там, написали, что стоит несколько десятков тысяч долларов, хотя там 6 миллионов, если так, даже сами они в своих разговорах, на вот эти фигуранты обсуждают. Значит, и вот поехали R1, R2, R3, R4, R2 это Ермак, там Миндич и Чернышов другие номера, последние. Им тоже выписали подозрение, ну, заочно, по всей видимости, Миндичу, потому что это новое для него подозрение. R1 держат пока в тайне, там рассуждают, что это может быть и девушка. Одни говорят, предполагают, что это Елена Зеленская, а другие говорят, что R1 это прям сам Зеленский, и он есть на пленках. И вот это все в особо крупных размерах, собственно,
как бы говорится. Ермак говорит, у меня нет денег, у меня вот только в декларации моя зарплата, вот это вот все, там какие-то сбережения, в общем, все. У меня нет 180 миллионов дать за себя залог, и вообще как бы у меня, никак меня не зовут по-другому, я вот такие у меня деньги. Насколько серьезны эти обвинения? И вот смотрите, тут же очень тоже такой тонкий момент. Вроде как решение это там какое-то не политическое, вроде как ну, косвенно касается, но касается Миндичгейта. И как бы Ермака и всю эту шайку-лейку принимать за династию, ну вот судить за династию, там уголовные дела, почему решили? Похоже на определенный договорняк, скажем, потому что сейчас, скорее всего, будет дело Ермака иметь очень долгое продолжение, очень долго будут копаться именно в вот этом деле, которое касается династии, в этом деле, которое наименее тяжкое из всех обвинений, которые можно было бы выдвинуть Ермаку. Дело будет длиться очень долго, потом развалится, и Ермак еще и выйдет сухим из воды, скорее всего. Поэтому сейчас все, что будет вокруг него, там решение суда и прочие моменты, вот, будут носить временный характер для того, чтобы фактически сбить страсти, показать, что у нас очень справедливый суд, что все у нас равны перед законом, вот, и так далее, и так далее. В первую очередь, это шоу для Запада. Кто заказывает музыку? Группа украинских политиков, очень разветвленная группа, которая ориентирована сегодня на глобалистское ядро Запада. То есть это не МАГА, не республиканцы, не какие-то... Нет, это не мага и не республиканцы. Это в первую очередь сейчас те, кто хотели бы сегодня усилить влияние на процессы в Украине, понимая, что Зеленский, он хоть и диктатор, но при этом он слишком капризный, слишком непрогнозируемый в своих действиях, слишком много хочет от Запада, поэтому его оставить в качестве свадебного генерала, вот, а основные посты, чтобы заняли проверенные и доверенные лица. Вот. Это касается и контроля над средствами, которые поступят в Украину, это касается оборонных заказов, это касается управления кабинетом министров и прочими сферами. То есть Зеленского, видите, говорят, что он вне подозрения. Но при этом бьют прицельно по Ермаку, по Умерову. Я думаю, будет еще несколько фигур, которые будут подвергнуты там, определенным ударом, информационным ударом. Но все идет для того, чтобы просто Зеленский остался свадебным генералом, а вся политика вершилась людьми, четко ориентирующимися на глобалистское ядро. Буданов в Литве что застрял? Ну, я не знаю, это надо спросить у Буданова. Какие-то, знаете, такие комментарии, вот вообще как бы тишина такая полная с его стороны. Он, получается, ну, если так предположить, бенефициар вот этих всех изменений? Нет, он не бенефициар этих изменений, хоть он, возможно, хотел бы быть бенефициаром, но у него был шанс, вот он этим шансом не воспользовался. Не рано вы хороните Буданова в политическом смысле? Нет, он остается в политике, но я имею в виду, что у него были все шансы стать первым лицом в стране, вот, учитывая то, что он является человеком, который, в отличие от Зеленского, ориентируется на МАГА, на Вашингтон, на Трампа и так далее. Ну вот, но, очевидно, он слишком долго думал. Угу. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько серьезно пострадает вертикаль Зеленского, теневая, ну вот та, которая не функциональная государственная, а теневая? Давайте будем сейчас наблюдать. Когда 28 ноября прошлого года Ермака отправили в отставку, я тогда говорил, что Ермак, уйдя, остается. Он уходит, но остается. Ермак де-факто возглавлял бэк-офис Зеленского. Ни один человек, которого назначил Ермак на те или иные должности, не ушел в отставку. Все люди Ермака оставались на своих постах. Более того, Ермак принимал людей, там раздавал указания. Более того, по звонку Ермака принимались кадровые решения.
в стране, он оставался у власти. Все понимали, что Ермак является человеком, который дальше продолжает влиять. То, что сегодня фактически ни один из людей Ермака не пришли на суд поддержать Ермака, то, что фактически многие попытались спрятать головы, как страусы, показывает, что, наверное, дело очень серьезное. Вот, и вполне возможно, что следом начнет рушиться вертикаль, созданная Ермаком. Более того, мы же неоднократно говорили уже о том, что Буданов вот, не смог назначить ни одного своего заместителя. Там, говорят, Вот, еще злые языки к нему на совещания даже не ходят. именно, потому что все они ходили на совещание дальше к Ермаку, в другое здание, в другой кабинет, неподалеку от офиса президента. Вот, но при этом сам Буданов не стал полноценным заменителем Ермака вот, в политическом плане. Вот, и, соответственно, сейчас, очевидно, эта модель, эта структура начинает рушиться. Насколько сильно она обрушится, мы узнаем уже в самое ближайшее время. Я знаю, что люди, которые затеяли этот политический процесс, вот, они очень хотели бы уже летом поменять премьер-министра, уже летом, зная, что Юлия Свириденко все-таки человек назначенный, практически продвинутый вот, Ермаком, выполняющий волю Ермака, очень хотели бы поставить одного из антикоррупционеров во главе правительства. Угу. Это кого? Ну, я думаю, что там будет кастинг очень, очень серьезно, но пока что называется кандидатура нынешнего руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ага, я понял. Не Шабунина же, да. Дело такое. Смотрите, очень важный момент в этой всей истории. Ну, вот сейчас приходит там, ожидают же вердикт, или там, наверное, ожидают, уже прощаются в суде до 9 утра официально. Посмотрим. Может быть, может ошибся там кто-то, кто передал эту информацию от секретаря. Может, сегодня мы узнаем в процессе эфира, если узнаем, обязательно обсудим. Вот именно вот сам вердикт. Да. У него спросили по поводу Вероник, говорит, да, я, Ермак, знаю нескольких Вероник, конечно, но я вообще не понимаю, о чем вы. Я адвокат, я юрист, я 30 лет в профессии. Вы что? Какие гадалки? Ничего этого нет. Это все выдумки. В общем, отрицает вот эту всю историю. Понимаете, это вот к слову там, да, о том, кто управляет государством. Но на самом-то деле, если мы сейчас попробуем понять расстановку сил, да, Зеленский, какие у него на руках ходы и карты. Я хочу просто, чтобы вы, судя по, после интервью Мендель, сейчас мы там его тоже коснемся, отдельные детали разберем, на нее же атаковали, атаку совершили, да, вот рты Банковой. Но тут тоже такой странный момент. Они эти рты, они чьи? Зеленского, получается, вот эти головы Геббельса. То есть, или это подряд какой-то, какой-то подряд, да, что там... Несколько групп, которые финансировались разными людьми, в том числе Ермаком, в том числе есть люди, которые финансировались, скажем так, непосредственно близкими к Зеленскому лицами. Вот там есть люди, которые финансировались в свое время. Формировалась группа еще Кириллом Тимошенко, но они остались в наследство и дальше продолжают автономно работать. И они между собой очень часто ссорятся, очень часто начинают выяснять отношения друг с другом, но при этом у них четкое понимание. Есть враги, вот, враги, в частности, мы с вами. Вот, и поэтому и другие лица, которые оказались либо в эмиграции, либо в заключении и так далее. Поэтому они дружно по команде льют грязь в адрес тех, кого считают врагами Зеленского. Вот, и сейчас очень многие засуетились из-за того, что они поняли, что дело Ермака может оставить значительную часть людей, которые работали говорящими головами, вот, может оставить без дополнительного заработка или без основного заработка. Константин Петрович, так а деньги откуда? Оттуда же, откуда и династия?
Но смотрите, нет, не только деньги оттуда, откуда династия. На протяжении всей новейшей истории Украины сформировалась такая порочная коррупционная цепочка, когда коррупционные доходы тех или иных министерств, ведомств и так далее, так, начиная с регионального уровня, переходили там на центральный уровень и формировались определенные бюджеты. Каждое министерство, каждый министр, который приходил на свою должность, он знал, что одним из условий его работы должно было стать то, что вот условно какой-то чемоданчик с несколькими сотнями тысяч долларов он должен был передать в определенный день определенному человеку. Это было при всех президентах. При всех президентах. Вот. Если кто-то из министров скажет, что я не такой, что от меня этого не требуют, вот, можете смело сказать ему, что он врет. Вот. То есть эта практика существовала. Более того, каждый чиновник, который приходил на свою должность, он тоже знал, что определенный конверт он должен был передать в конце месяца своему шефу. Вот. Шеф уже побольше конвертик передавал наверх и так далее. Вот. Таким образом формировалась определенная структура, когда сама власть становилась коррупционно емкой. Вот. Она строилась, все были связаны коррупционной единой связью, вот, круговой порукой, и все понимали правила игры. Вот. Продвижение по карьерной лестнице означало, что есть большее количество коррупционных возможностей. Время от времени кого-то выщелкивали, кто-то зажирался, кто-то крысятничал и так далее. Им устраивали всеобщую порку. В конце месяца там их приходили и показательно брали, вот, надевали на них наручники, вот, раскулачивали. Вот. На их место приходил следующий человек, который более тщательно выполнял те поручения, те условия, которые должен был выполнять его предшественник, но не выполнял. Ну, все как Мендель рассказывала на самом деле. Фактически да, но дело в том, что Мендель, она говорит, что это фактически картина характерная для Зеленского, но это картина абсолютно характерна для любого периода истории Украины. Для любого. Вот. На протяжении всей 35-летней истории Украины этот принцип действует. Вот. И говорить о том, что там Майдан поменял правила игры, что пришли более честные вместо нечестных, извините, пожалуйста. Майдан – это был бунт, если первый Майдан, говорили, это бунт миллионеров против миллиардеров, то второй Майдан – это бунт рагулей против барыг. Все, понятно, ушел Ермак из зала суда, тут я немножко слежу за новостями. Эпизод интересный произошел, когда он уходил из зала суда, нашелся какой-то паренек, который бросил в него яйцом. Представляете? Давайте посмотрим. Не попал. Тут сразу... Нет. Он так оборачивается. Когда бросали яйцом, Янукович попал. Это было в 2004 году, да. Его там, видите, немножко пытаются как-то урезонить, успокоить. Видимо, у него еще одно яйцо в кармане, он начал убегать от этого, скажем так, бодигарда, телохранителя. И тут его решил задержать. В общем, так, ругается на него туда, в ту сторону. Короче, в общем, вот такой инцидент. Смотрите, вы в наших беседах неоднократно говорили, что у Ермака нет вообще никаких электоральных шансов, и никогда не было. И вы это констатировали, все как бы так удивлялись, что он такой всемогущий, туда-сюда. Но, давайте так, сейчас же вся страна следит за вот этой историей, да? И вот тут же очень интересный момент. Многие сходятся во мнении, что, условно, Зеленскому, да и Ермаку и подавно, вообще делать нечего в электоральном смысле, и вот эта вся история не для того, чтобы войну закончить, не для того, чтобы там как-то приструнить, направить, а для того, чтобы уничтожить рейтинг.
Есть даже такая шутка, она вот так сейчас, по-моему, Золотарев, Андрей Золотарев ее выдал, говорит, вот Зеленский, ему впору не думать про второй срок, а как бы не заработать себе первый. И, в общем-то, ну, в общем, электоральные мечты вообще рушатся. Поэтому удар по Ермаку, дефис по Зеленскому, поэтому вся эта история. А кто играет сейчас в выборы, если вот то, что сейчас происходит, это игра в выборы? Вот прям очень интересно. И правда ли, что действительно эта дискредитация направлена именно на то, что будут выборы? Я не думаю, что кто-то сейчас всерьез думает о выборах. Я не думаю, что всерьез кто-то рассчитывает на то, что сейчас у нас начнется электоральный процесс. Я говорю постоянно, когда мне говорят, что вот скоро мир, тем более вот Путин заявил, там, что там букмекеры сейчас ставки делают на то, что будет перемирие, а возможно и мир в ближайшее время. Я говорю прямо, что 90 миллиардов евро, вот, 90 миллиардов евро под мир не выделяют. Подождите, а как их можно выделить? Как их можно выделить человеку, который ходит в ванную, и, как говорят, разные люди принимают, Очень просто. гадалкам, ворам, строителям хатынок? Константин Петрович, неужели в Европе не видят вот этого всего? Видят, и их абсолютно это устраивает. Их абсолютно это устраивает, их выделяют не просто человеку, их выделяют просто под конкретную задачу. Украина должна продолжать воевать. Это самая главная задача. И 90 миллиардов, из которых 60 миллиардов разойдутся по карманам европейских, скажем, производителей оружия. Вот, а платить за это будет потом Украина, ляжет это все на плечи Украины. Это как раз более чем красноречивые свидетельства того, что Европа не собирается останавливать войну. Если не собирается останавливать войну, значит, не собирается менять Зеленского. Значит, про электоральные какие-то перспективы Зеленского никто и не думает. Вот. Про выборы тоже никто не думает. Вот. Просто должна продолжаться война. Как сказал в свое время Борис Джонсон, давайте лучше воевать. И этот лозунг остается дальше актуальным для большинства европейских политиков, которые смотрят на Украину как на триггер или как на определенное орудие, направленное против России. Что касается всех этих действий, то, соответственно, люди, которые сегодня оставляют Зеленского, расчищают места вокруг Зеленского, вот, сбивают его и выбивают его окружение. Вот эти люди, они сейчас надеются, что основные денежные потоки, которые придут в Украину, пройдут через их руки и через их карманы. Это приходят, вот под лозунгом антикоррупционеров приходят новые коррупционеры к власти. Зеленский остается при любых раскладах? Ну, есть определенные варианты, при которых он точно не остается. Но если мы говорим о конституционном процессе, о том, что Конституция... О каком мы можем говорить конституционном процессе на просто, восьмом году президентства Зеленского? Да, но дело в том, что европейцы и американцы, вот, как ни странно, они все еще верят в то, что в Украине есть Конституция. Они верят в то, что есть определенный конституционный процесс и есть процесс передачи власти и легитимности власти в стране. Вот, и поэтому они говорят, что вот, Зеленский остается, просто надо поменять людей вокруг Зеленского. Это сейчас программа «Минимум». И мы видим, как сейчас эти же антикоррупционеры говорят, Зеленский вне подозрения. Нет. Вот, его мы не трогаем. Там есть разные голоса, но Зеленского нет. К Зеленскому претензий нет. Это первый. Второй вариант. Зеленский уходит и говорит, что все, я устал, я ухожу. И, соответственно, тогда власть переходит к Стефанчуку или же кого там парламент назначит новым спикером. То есть парламент становится центром принятия решений. Это тоже легитимный вариант, легитимный с точки зрения Запада. И третий вариант – это нелегитимный, но в принципе можно, скрипя сердце, можно его как бы прогнозировать. Это Зеленский уходит или Зеленский уходит. Вот. В стране некий бравый генерал заявляет о том, что вся власть переходит к нему или же там, к группе других генералов.
вот, что во имя спасения Отечества они создают временное переходное правительство, вот, и так далее. Ну, то есть этот вариант, вот, как бы он наименее желателен с точки зрения Запада, но на определенном этапе, если будет очевидно, что вот этот конституционный сценарий не срабатывает, тогда Запад согласится на этот третий вариант. Условно говоря, хунта. Ну, а генерал, у него фамилия на букву «Б» начинается. Не обязательно. Не обязательно. История знала примеры, когда абсолютно никому неизвестно не только генералы, а даже сержанты брали власть в свои руки. Главное, чтобы их признали потом партнеры. Ну, тут, возможно, контролируемо, неконтролируемо этот сценарий, если его рассматривать. Это Смотрите, исключительно контролируемо извне. сейчас, после того, ну вот вообще Мендель, да, она же там страшные вещи рассказывает о Зеленском. Такое ощущение, что дочитала книгу «Джокер» вашего авторства. Нет, ну так вот, если так разобраться, да, то есть момент с зависимостью Зеленского, он очень интересен не только с точки зрения, ну, вот такой желтушности или какого-то там хайпа, сенсации, а с точки зрения в том числе юридических процедур. Не сделано ли это ради того, чтобы на Западе немножко как бы пришли в чувство и задались вопросом, а вменяем ли Зеленский? Вменяем ли? И, соответственно, может быть, запустить некий процесс, чтобы его убрать по состоянию здоровья. Ну, выгорел, ну сколько можно? Ну давайте честно. Ну, 4, Это один из вариантов. 4 с лишним года. Когда я говорил про вот этот вариант второй, я устал, я ухожу, это один из тех вариантов, которые действительно рассматривались на Западе. Но дело в том, что Мендель не давала категоричные оценки. Вот. Она же уходила от категоричности. Она говорила, что у меня такое подозрение, я не знаю, так ли это, но он уходил в туалет, через 15 минут возвращался бодрый и так далее. Вот у меня только подозрение и так далее. Ну, то есть она давала понять, что она знает больше, чем она говорит, но если бы она сказала прямо, что ей известно там, или что она была свидетелем, вот, ей бы пришлось бы отвечать в суде и подтверждать свои слова. А так она обезопасила себя от судебного разбирательства, что это, может, ей показалось, условно. Угу. Но это отчаянный чей-то шаг. Ну, Мендель, дорога заказана в Украину. Это точно. Мендель, дорога в Украину заказана, по крайней мере, до тех пор, пока при власти находится Зеленский. Но другое дело, что и заказана дорога в профессию, и не в одну. Почему? Дело в том, что когда человек, который облечен определенными полномочиями, который впущен в святая святых, к принятию решений, когда этот человек, в принципе, присутствует при определенных разговорах, которые носят конфиденциальный характер, потом выходит и выдает эти разговоры, вот возникает вопрос, не выдаст ли она подобного рода разговоры в следующий раз, когда ее допустят снова на какой-то уровень принятия решений. Вот. Поэтому я думаю, что ни одна политическая тусовка, вот, ни одна серьезная корпорация ее больше не примет на какую-то ответственную работу, которая требует конфиденциальности. За этим интервью стоят россияне? Нет. Не приписывайте, наверное, я понимаю, что это не ваш вопрос, а это версия, которая витает там где-то в каких-то информационных потоках. Вся Украина об этом гудит. Ленивый не пнул Мендель из Украины. Какие россияне? Точно с таким же успехом можно с Вазилентом или СВТ, теперь это называется, к этому приплести. Все намного проще, все было заказано непосредственно украинскими политиками, которые тоже обижены на Зеленского, у которых тоже есть зуб на Зеленского. Не Госдеп, не МАГА, не там какие-то, не ЦРУ, никто. Все намного проще. Такер Карлсон – это очень, очень влиятельная площадка. У Такера Карлсона 50 миллионов подписчиков. 50 миллионов подписчиков Такера Карлсона. Ну, Такер Карлсон, вот, у Такера Карлсона тоже есть определенные, скажем так, коммерческие
коммерческий эфир. 1000 голов Геббельса – это фигура речи или все выглядит так, как Нет, я думаю, рассказывает что Мендель? это в стиле Зеленского. Зеленский пришел из шоу-бизнеса в политику. Он пришел из шоу-бизнеса, и он политику тоже рассматривает как часть шоу-бизнеса. Вот и поэтому он ставил задачи, исходя из своего понимания того, как необходимо работать. Вот. Зачем делать какие-то дела, если можно просто включить на максимум вот, медиа, информационные каналы и, соответственно, сообщать даже о несуществующих там, достижениях. Более того, Зеленский – это порождение постмодерна. Зеленский – это классический постмодерн. В постмодерне абсолютно не важно, что является правдой, что является неправдой. Вообще постправда, сам термин, сам феномен постправды, который появился в 2010-х годах как таковой, он тоже является элементом постмодерна, или даже кто-то называет это метамодерном. Но в принципе, вот это абсолютно ложится в логику Зеленского, зеленщины как таковой. Вот именно то, что зачем делать какие-то дела, если можно не быть, оказаться. Константин Петрович, сегодня Украину обстреляли. Такой достаточно массированный обстрел. Значит, обстреляли запад страны. Ивано-Франковск, в дом прилетело, в Луцке 2 погибших, в Ровно 2 погибших, и долетело даже до Закарпатья. 11 дронов полетело туда, в ту сторону. Даже Словакия, там, ну, кто знает, Ужгород и словацкая граница, это фактически там, ну, выезжаешь из города, и сразу тебе словацкая граница. Они даже закрыли погранпереход, в общем, все там сидели, переживали, что делать. Количество дронов, конечно, поражает. Плюс эта вся атака растянута на целый день. Плюс нам Зеленский рассказывает, что и его там разные, скажем так, флеши, советники министра обороны Федорова, что это будет еще какая-то атака. Почему не удалось? В чем причина того, что перемирие после 9 мая не продлили или хотя бы не ограничили? Сибига робко пытался там намекнуть, а давайте сделаем аэропортовое перемирие. Ну, типа, не будем бить по аэропортам, вот будет наша такая, мы по вашим, вы по нашим, чтобы хоть авиасообщение запустить. Потому что швах полный с логистикой, подвижной состав паровозов в Украине выносится, с судами там середина наполовину, когда ничего, а когда атакуются. Короче, надо что-то было предпринимать, и вот такой момент. Никто не говорит о том, что это просьбы или там, например, слабого и интерес слабого, чтобы не били, ограничить. Но мы видим, что никаких дел, никакого, скажем так, прогресса в этом направлении нет. Хотя и Трамп говорит, скоро все закончится, и Путин говорит, война заканчивается. Что по войне? Какой, ну и как вот эти темы, которые мы обсудили выше, ее касаются? Война продолжается. Сибига чудесно понимает, что такие вопросы, как аэропортовое перемирие, они решаются не просто по инициативе министра иностранных дел и не просто там по какому-то там выступлению в средствах массовой информации, что подобного рода вопросы требуют обсуждения в переговорных группах, вот, которые единственные должны быть уполномочены, могут быть уполномочены решать подобного рода вопросы, если их уполномочат главы государств. И потому что это не просто так себе, что вот мы решили, вот и все, и не бьем по аэропортам. Есть большое количество вопросов, связанных с тем, что только ли касается это гражданской авиации или нет. Вот каким образом обеспечить открытость воздушного пространства, безопасность воздушного пространства над страной, что делать с военными аэродромами, вот, и распространяется или не распространяется это. То есть большое количество вопросов, которые, понятное дело, вот, очень красиво звучат, когда просто политику воспринимать как конкурс капитанов КВН. Вот, тогда очень красиво и ярко звучит. Но на деле это требует очень большого и серьезного вот, подхода к конкретизации. Вот поэтому подобного рода вопросы могут обсуждаться только в переговорных группах, и только после согласования многих вопросов
Вот, потому что вопросов там в этом будут сотни. Вопросов возникнут. Только после согласования можно действительно говорить о каком-то там аэропортовом перемирии. Вот, аэродромном или аэропортовом перемирии. Так что сейчас речь об остановке войны точно не идет. Я уже чуть раньше говорил о том, что Европа сегодня нацелена на то, чтобы война продолжалась, несмотря на то, что говорят другие лидеры других государств. Откуда нарратив, Константин Петрович, что там Россия резко перестала выигрывать на поле боя? Мы видим в западной прессе вот такие, например, очень увлекательные. Вам как мне интересно просто, как вам с историком обсудить вот эти инфографики. Типа «Малая Токмачка» 1500 дней, Гибралтар 1320 дней, там Ленинград 872 дня, Рим 730, Александрию 450, Константинополь 53 дня, Иерусалим 150. Это в западной прессе всерьез визуализирует количество дней, которые в осаде те или иные населенные пункты. Нет, на самом деле это абсолютно пропагандистский ход, пропагандистский подход и так далее, потому что каждая война, каждый населенный пункт в каждой войне имеет свое стратегическое значение или же не имеет стратегического значения. Соответственно, понятное дело, что некая малая Токмачка, которая находится там 1500 дней под прицельным обстрелом и едва ли не в окружении, вопрос, она является ли действительно стратегически важным объектом, который действительно не могут взять русские, или же просто они предпочитают бить по другим направлениям, по другим населенным пунктам, занимать другие населенные пункты. Знаете, были у нас несколько мифов на протяжении этой войны, которые потом быстро забываются, мифы, которые потом сами же развенчиваются, например, миф о Чернобаевке, был, который там чуть ли не 30 раз русские пытались взять, не смогли взять и так далее. Таких мифов война порождает огромное количество. Поэтому, да, с пропагандистской точки зрения очень ярко и красиво звучит, но не больше, чем пропаганда. Но с другой стороны, этим же тоже пытаются кормить западную аудиторию и, соответственно... Да, я знаю, у меня очень много знакомых, которые действительно повторяют это. Мы вроде бы умные люди, абсолютно с профессорскими званиями и с учеными степенями. Они это все подают за чистую монету, потому что они это прочитали, почему ты это не принимаешь во внимание, а как ты это прокомментируешь и так далее, то есть абсолютно серьезно. Но пропаганда, она всегда действует на неокрепшие умы, которые не готовы воспринимать нечто критически. И подобного рода инфографика, она очень удобна для того, чтобы зафиксировать нечто, некий тезис в голове у того или иного человека. В плане пропаганды, кстати, Запад и Украина, они действуют более эффективно, чем российская пропаганда. Намного более. Россия в этой войне, российская пропаганда в этой войне, это я говорил в 22 году, в 23-м, 24-м, Россия проигрывает. Она не гибка в этом отношении, она менее креативна в этом отношении. И, соответственно, она пожинает и плоды соответствующие. А что касается самих боевых действий, иногда затишье, которое возникает, то есть или же там фаза определенного клинча, который является кажущимся, может привести к неожиданным результатам. Мы видим, как пошел в движение фронт в районе Славянска. Там, правда, одни говорят, другие там опровергают. Сейчас там малые группы, а другие говорят, да нет, там населенные пункты. В общем, пошла эта жара именно вокруг Славянска. Песков сегодня сделал заявление, что, в общем, прекратить огонь должны ВСУ и выйти из территорий российских. И тогда это даст шанс к переговорам. Эти заявления перекликаются с прошлыми на 9 мая.
И сейчас уже вовсю пишут в публикациях, а что будет, какие будут. Financial Times сегодня опубликовала большую статью, ее там разобрали. Кто-то одно увидел, кто другое прочитал. Ну, как всегда, да, в зависимости от того, кто какой, какого лагеря. А что будет, когда гипотетически Россия захватывает Донбасс? Смотрите, заявление Пескова очень примечательно, мало кто на него обратил внимание. Почему? Потому что до сих пор вот постоянно говорили о духе Анкориджа. Дух Анкориджа расшифровывали таким образом, что, соответственно, Украина должна уйти с Донбасса, то есть Донецкой и Луганской областей, вот, и Россия останавливается по линии боестолкновения в Запорожской и Херсонской областях. Да. Сегодня Песков сказал, что Украина должна уйти с Донбасса из российских территорий. Я напомню, что Запорожскую и Херсонскую область в полном объеме Россия уже включила в состав своей конституции, ну, конституционный состав, скажем так, своей территории. Вот, поэтому сейчас как бы это очень тревожный сигнал именно для Украины, поскольку Россия показала, что она повышает планку. То, за что в России критиковали там Путина и российскую власть, что вот как они могут там отказываться от части Запорожской и Херсонской областей, вот сейчас как бы Песков в данной ситуации вот этой формулой своей, он как бы показывает, что градус повысился. Немножко, но все-таки повысился. Угу. Ну да, пишут, в чате я вижу, говорят, пишут, что Россия к осени захватит Донбасс, а потом будет приниматься за Одессу. Ну и вообще, конечно, очень странная эвакуация по другую сторону Днепра в районе Никополя. С одной стороны, понятно, ситуация ухудшается, и тут все гадают, да, это почему? Потому что Россия будет форсировать Днепр и наступать? Или это Украина расчищает территорию от мирных для броска? Смотрите, в 2022 году вот были установлены определенные красные линии, которые были многим непонятны, было непонятно поведение России в этой войне. Этими красными линиями тогда, кстати, они устанавливались по просьбе китайского руководства, вот, и российское руководство согласилось. То есть этими красными линиями были это, скажем так, то, что от России просили не бить по центрам принятия решений, так называемых, не бить не уничтожать, скажем так, руководство Украины, а также высший командный состав ВСУ, не бить по мостам, вот, через Днепр и через целый ряд других рек, и так далее, и так далее, то есть по дамбам и прочее. И это более-менее соблюдалось. Мы видим, что за всю войну было 2 прилета фактически в район, и то абсолютно непонятно, что там туда прилетало, в район правительственного квартала. Вот, было 2 прилета. Один из них, одна ракета, она ушла потом из правительственного квартала, она упала в районе моста Кличко, да, помните. Одна ракета упала в районе Красного корпуса университета, вот, и так далее. То есть по правительственному кварталу, по центру непосредственно не били. Вот. Не было, скажем, террористических актов или же актов, которые бы там были направлены против тех или иных высоких должностных лиц в Украине. Вот. То есть то, что не было подрывов автомобилей с министрами, генералами и так далее, вот, это не из-за того, что в Украине так четко работает служба безопасности Украины, и не потому, что они так защищены, наши высокопоставленные деятели, ну, потому что выдерживались определенные договоренности. Вот. И то, что тоже очень многие задавали, вот, Россия не ударила ни разу по мостам через Днепр, вот, что казалось логичным. Вот. Тоже это было частью определенных изначальных договоренностей. Если сегодня, вот, не сегодня, но в ближайшие дни, вот, Россия заявит о том, что она выходит из Анкоридских соглашений, особенно если посмотрим, чем закончатся переговоры Трамп, Си Цзиньпин, потом Путин, Си Цзиньпин. Вполне возможно, что эти
красные линии перестанут действовать. Вполне возможно. Ну, я в подтверждение своих слов добавлю, тут распространяют заявление советника Зеленского Литвина, спичрайтера. 23 попадания по объектам сегодня железной дороги. В Сдолбунове погибли 2 железнодорожников, они не были на работе, в общем, ну и 1 ранен. Значит, сохраняют, конечно, движение поездов по всей сети, но это, конечно, такой серьезный удар по логистике. Прокомментируйте, пожалуйста, визит Трампа в Китай. Пока еще нечего комментировать. Он только прибыл в Китай. Его встретили, да. Комментировать будем, когда будет информация о том, как прошел визит, о чем договорились и так далее. Пока есть только факт. Факт приезда Трампа в Китай. Не более. Путин подскочит? Ну, пока что не анонсирован визит, поэтому я думаю, что, знаете, с одной стороны, ничего нельзя исключать. Сталин в ноябре 1943 года в Тегеране появился тоже внезапно. Это точно. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Всем большое спасибо, что проголосовали. В каком городе будет подписан мир между Россией и Украиной? 4% в Киеве, 17% Пекин, Вашингтон, ну то есть в такой сверхдержаве. 29% Москва, что интересно. Ну и там Стамбул, Женева, Дубай, там Минск можно сюда, ну отчасти только. Ну в общем какая-то такая нейтральная, хотя Минск не нейтральная, понятное дело, столица. Ну какая-то столица нейтральная, 50% считают. Спасибо большое, что проголосовали. Мнение совпадает, кстати, с мнением Константина Петровича. Перейдем к вашим вопросам. Их много, поэтому, Константин Петрович, режим Блиц очень интересный. Я сначала просто скажу, что когда я говорил о том, что предпочтительно, чтобы было где-то на нейтральной территории подписано соглашение, так, потому что наихудший вариант это когда в Киеве подписано. Потому что если мирное соглашение будет подписано в Киеве, это будет не мирное соглашение, а акт капитуляции. Безусловно. Значит, поехали вопросы. Анна. Константин Петрович, вопрос серьезный. По-моему, все беды Украины и кладбищенский культ украинской власти от его чудовищного гимна, который с первых строк сообщает, что страна еще не умерла. Но по логике вот-вот это произойдет. Это ведь не просто песня, надо гимн срочно менять. Вы согласны? И вообще, зачем такой гимн выбрали? Потому что это параллель, это фактически парафраз польского национального гимна, «Еще польская не сгинула». Вот, и, соответственно, полякам это не мешает. Кстати, да, но что касается украинцев в XIX веке развивалось украинское движение, развивалось под выразительным влиянием польского движения, и, соответственно, польское влияние имело место во всем. Вот, вплоть до того, что даже гимн перекликался. Первые строки гимна перекликались. Так, Людмила, здравствуйте. Как вы думаете, присутствие Мураева, эту информацию сам он написал в телеге, в Китае накануне приезда Трампа, что-то означает для Украины или просто совпадение? И ваш курс о персонах, формирующих смыслы, навел меня на мысль. Мирной Украине нужен симбиоз идеологов и технократов. Мураева вы бы отнесли к такому технократу-администратору? Как ответить на этот вопрос? Я знаю Евгения Мураева как человека, который очень хорошо справлялся с хозяйством города Змеева и района, соответственно. Я знаю его как человека, который построил 2 телеканала. Вот, но я не знаю, я не знаю его программу, не знаю его там основные направления там, его стратегии, есть ли она у него относительно будущего Украины, каким будет будущее Украины, чем отличается его стратегия, например, от стратегии Медведчука или стратегии других. Вот. Что касается того, что Мураев находится в Китае, это очень важно, наверное, для самого Мураева. Сейчас вот я не думаю, что он будет принимать участие в переговорах Трампа и Си Цзиньпина. Не, ну понятно, что не будет присутствовать.
Ну, типа, дело же такое. Так, поехали дальше. Вопрос из сообщества YouTube. Их тут тоже, конечно, достаточно много накопилось. Поехали. Наталья, здравствуйте. Почему одни обращения граждан остаются без реальной реакции, а другие доходят до министерств и руководства? Какие критерии фактически определяют, будет ли письмо рассмотрено по существу? Какие триггеры необходимо добавить в пакет информации, чтобы на письмо обратили внимание и предоставили хоть какой-то ответ? Любая власть ищет в письмах граждан поддержку своего курса. Не власть обращается, не власть выполняет пожелания или же там, просьбы трудящихся, а пытается найти среди писем трудящихся вот, и обращений трудящихся поддержку своего курса. То есть так это работает. А что касается самих писем, ну, по законодательству, если поступило какое-то письмо, на него должны ответить на протяжении там определенного времени, но чаще всего в 90% случаев это отписка. Мы рассмотрели, большое спасибо за ваше внимание к нашим проблемам, будем стараться дальше работать. В таком вот духе. Угу. Вот такой вопрос. Оксана. Трамп заявил, что между США и Россией нет согласия по Донбассу. После этого Песков в своем заявлении напомнил о июньском ультиматуме Путина 2024 года и добавил, что для перехода России к полноценным мирным переговорам надо отдавать приказ ВСУ прекращать огонь и выходить с территории Донбасса, а также Харьковской, Херсонской, Запорожской областей. Почему условия снова вернулись к июньскому варианту? В чем причина? Они никогда раньше не были другими. Они никогда другими не были. Россия постоянно стояла на том, что Украина должна уйти из Донбасса. Сейчас они, более того, ужесточились. Потому что если еще месяц назад речь шла о том, что Россия готова признать линию столкновения в Запорожской и Херсонской областях как демаркационную линию, ну, то сейчас, очевидно, после заявления Пескова это уже не так. Теперь уже Россия претендует полностью на Херсонской и Запорожской области, поскольку Херсонская и Запорожская области полностью включены в состав Российской Федерации согласно Конституции, изменениям в Конституцию России. Добрый день. Значит, вопрос такой. Может быть такой сценарий, что Путин хочет довести Украину до такого состояния, что она в будущем, может быть, во втором раунде не сможет оказать сопротивление. Численность населения сократилась до, ну, пишет гость, пишет зритель 19 миллионов, ну, там говорят 22, 25, короче, сократилась, убита экономика, кредиты. А сколько еще уедет народу, когда откроют границу? Побегут в ту же Россию. Заранее спасибо. Да, часть людей уедут в Россию, часть людей уедут куда-то еще дальше, там, значит, будут ехать. Другое дело, что Россия, очевидно, не будет принимать всех, кто захочет приехать в Россию. Фильтрационные действия, которые действуют сегодня в Шереметьево для украинцев, для граждан Украины, они очень жесткие, и я не думаю, что они ослабнут после войны. Что касается других, ну, будет очень серьезная миграция. Другое дело, что Европа не готова принять, наверное, значительную часть украинцев, уже и так приняли, поэтому Европа будет выставлять свои ограничения, возможно, даже на время отменив безвизовый режим с Украиной. Вот. Что касается ситуации с войной, ну, видите ли, в данной ситуации рано еще говорить об окончании войны и рано говорить о том, в каких пределах останется Украина. Наталья. Александр, здравствуйте. В Польше по телевизору рекламировали маски для коров от Урсулы. Как считаете, это диагноз Европы? Нет, в данной ситуации это просто реклама, тем более, что в Европе есть свои евроскептики, есть свои, а также есть свои, скажем так, сторонники, скажем так, европейского курса. Есть свои сторонники глобализма, есть свои сторонники распада Европы. Поэтому не случайно, наверное, и в Польше появляется подобного рода реклама. Тут надо просто понимать контекст. Я не видел саму рекламу. Насколько это серьезно или насколько это действительно такой стёб, можно сказать.
Так, значит, недавно Константин, да и в этом эфире, не только там, в другом эфире, заявил, что Мендель предала корпоративную этику. Вопрос. Выходит, что пока зеленые у власти, то всем, кто раньше с ними работал и знает о преступлениях и разложении, надо молчать, и только потом, по логике Константина Бондаренко, можно выносить ссор из избы. Очень удивила такая позиция. Позиция у меня очень простая. Я не говорю о том, что это плохо, я сам не люблю Зеленского. Вот, я просто говорю о том, что Мендель была частью команды Зеленского. Частью команды Зеленского, и она тоже несет ответственность, частичную ответственность за то, что происходило там. Вот. Она была допущена святая святых. Вот. Я, например, работал с очень многими политиками, и первого уровня, и второго уровня разными. Но я, например, не хочу себя, конечно, там сравнивать и так далее, ставить пример, но я понимаю, что для меня вот все то, что я знал, слышал и так далее, видел, нелицеприятные моменты, там, моменты каких-то застолий, там, каких-то бесед и так далее, передачи каких-то там, не знаю, там, конвертов и всего прочего, это все остается при мне. Вот. Потому что есть определенные тоже этические моменты. Вот что же касается Менделя, она выбрала для себя этот путь. Она выбрала. Да, для меня это было удивительно, что она решилась. Сказать, что это героизм, я не могу, вот, но при этом вот она так решила. Да, она перечеркнула себе путь к дальнейшей карьере. Да, но, наверное, она делала это сознательно. Александр, когда в 1934 году нацисты убивали Эрнста Рёма, он умер со словами «Да здравствует фюрер». Когда в Нюрнберге судили Геринга, он отказался отрекаться от своего фюрера. Вопрос, будут ли также до конца верны своему вождю Ермаки, Подоляки и прочие адепты? По-разному будет, очевидно. Я не исключаю, что кто-то из них будет до конца верен Зеленскому. Вот. Подозреваю даже кто будет верен. Вот. Будут идти до конца вот, и вместе с Зеленским. Но многие его предадут еще на каком-то этапе, когда он еще даже не лишится своего кресла. Вовина 1000 приобрела новый смысл? Страна должна знать своих героев. Что вы думаете об этих людях? Ну что, Вовина 1000, да, 1000 говорящих голов. Да. Это, но мне кажется, что все-таки 1000 они так и не собрали. Там, от силы человек 50, которые сейчас действительно работают за конкретные деньги на конкретные направления. Кто-то большие деньги, кто-то меньше, кто-то там пописывает в Facebook и в Telegram-канал, кто-то там ведет свои телеканалы, целые там создает телеканалы. Вот. Но у каждого своя цена, и каждый работает во благо Зеленского в качестве говорящей головы. Некоторые говорящие головы переходят по наследству от Порошенко, например. Доброго дня. Хотел бы услышать ваш комментарий по поводу Госдума приняла закон об использовании ВСРФ для защиты граждан России за рубежом. Что здесь имеется в виду? То есть будут использоваться военные, а не дипломатические каналы. В таком случае, если в Польше гражданин России подвергся репрессиям со стороны власти, будут применять армию? Просто в данной ситуации этот закон облегчает сам процесс принятия решения о введении тех или иных воинских контингентов или же о применении войск вот, относительно того или иного государства. Потому что раньше в России эта система была достаточно громоздкой. Вспомним даже ситуацию с принятием решения о введении войск в Украину, о начале широкомасштабной войны с Украиной. Сейчас это облегчает задачу. Но говорить о том, что сразу же армия заменяет собой дипломатов, не следует, потому что война, как известно, это последний довод королей. То есть, когда все остальные, в том числе дипломатические механизмы, исчерпаны. Так, вот такой вопрос. Синяя борода. Константин, впечатление, что народ привык за 4 года, и наличие войны – это то, без чего уже невозможно жить в Украине, а скандалы ТЦК – это обыденность. Скажите, а что это происходит с украинцами, и если молодым промыли голову, то старшее поколение уже что, исчезло? Тогда какой она будет? Новая Украина. Спасибо, всем добра. Ситуация такова, что я уже неоднократно говорил, что задача каждого украинца, который поставили большинства украинцев перед собой, выжить.
Вот. Не нарываться, не лезть на рожон, особенно понимая, что нет сегодня объединяющей фигуры, сегодня нет объединяющего поля, к которому можно примкнуть, что сегодня любое проявление недовольства, публичное проявление недовольства сразу же грозит репрессиями. Вот многие считают, что мы пересидим у себя на кухнях, мы переждем, придут другие времена, мы скажем свое слово. Кухонный протест, он очень многим, особенно представителям старшего поколения, знаком по советским временам. Вот приблизительно так же примерно думают большинство украинцев сегодня. Ну, не выйдут украинцы сегодня на акции протеста. Не выйдут они делать революцию сегодня, потому что сразу же окажутся либо в тюрьме, либо же, ну, я скажу так, Зеленский – это не Янукович. Он не остановится перед кровопролитием. Значит, если в ЕС выгодно продолжение войны как подготовка к конфликту с Россией, то как это сочетается с тем, что европейское общество привыкло к спокойной жизни, условно смотреть футбол на выходных и не могут толком справиться даже с миграционным кризисом? Слабо верится, что они выберут войну вместо футбола или марша ЛГБТ. Слабо верится, но дело в том, что сегодня тон в европейских государствах задают не европейские руководители европейских государств или же европейских партий. Они попросту, эти люди, там, все эти Макроны, Мерцы и так далее, они являются исключительно людьми, которые представляют интересы транснациональных корпораций. А для транснациональных корпораций все эти ЛГБТ-марши, футболы, пиво и так далее – это нечто, ну, комфорт бюргеров, там, скажем, это то, чем можно пожертвовать, если на кону стоят огромные-огромные перспективы, скажем, сверхприбыли. Вот. А именно эту сверхприбыль они видят в войне с Россией. Мгм. Так, добрый вечер. Вопрос. А правильно понимаю, что украинцы не хотели бы, не хотели, чтобы пришли русские славяне, даже при том, что мы один народ, но они очень хотят, чтобы пришли бенгальские индусы. Для милитаризации не надо захватывать территорию, достаточно разрушить военные заводы, и тогда украинцы будут в вечной зависимости от поставщиков оружия, воевать где, когда и с кем скажет хозяин. Для уничтожения медицины и образования осталось только что оказалось, что надо их просто реформировать по заветам Супрун, Лесового. Это точно перемога? 90% украинцев, как и 90% населения любой другой страны, они не задаются вопросами, которые касаются как раз там, стратегического видения, вот, что будет, если будет. Они верят в то, что за них уже все придумали, решили, что есть мейнстримная линия, что если им говорят «памятай чуженость, тут господар Украины», то так оно и будет, как это говорили на Майдане. Что когда им говорят о том, что Россия – это плохо, значит, это плохо. Однозначно, что Европа – это хорошо, значит, это хорошо. Что привести сюда бенгальцев – это лучше, чем, например, там, москалив и так далее. Поэтому в данной ситуации некритичность мышления, она характерна для значительной массы. Только незначительная часть человеческой массы способна критически мыслить. Как говорил, есть такой социопсихолог Олег Покальчук, он говорил, что на самом деле критического мышления не существует. Мышление либо есть, либо его нет. Он говорил. Ну вот, так что у значительной части людей мышления нет. Они воспринимают это как данность, как норму. Так, значит, как историк Константин Петрович, еще с Ветхого Завета может подтвердить, что если народ становится вероотступником, значит, то такой народ ждет печальная участь. На фоне новых фактов доморощенного сатанизма можно представить, что народ Украины приносится в жертву темным силам. И повальное безбожие население, но тотальное празднование Хэллоуина детьми и молодежью может пополнять чашу гнева Господня. Ну, метафизика, она, в принципе, конечно же, заслуживает того, чтобы ее достаточно серьезно воспринимали, но, знаете, рассуждать о метафизических моментах вот, надо очень долго, а не в режиме блиц. Вот.
сегодня мы переживаем определенные процессы, которые являются расплатой действительно за то, что определенные духовные моменты, вот, моменты, которые были и объединяющими, моменты, которые были формирующими сознание, они попросту от них отказались, они были уничтожены, пересмотрены и так далее. Мы действительно переживаем сегодня тот кризис, который стал следствием духовного кризиса 90-х нулевых годов. Кто обидел так Путина в России, Масляков или Путин? Ой, кто обидел так Зеленского в России, Масляков или Путин, Евгений интересуется. Никто не обидел его. На самом деле Зеленский сформировался под влиянием Маслякова. Ну, правда, Масляков не пускал его в высшую лигу, как считает сам Зеленский, что вот нас не пускали, нас щемили и так далее. Вот. Но российские олигархи очень активно помогали Зеленскому финансами на первых порах функционирования 95-го квартала. Потом он им отплатил санкциями. Представители российского бизнеса очень активно финансировали Зеленского в то время, когда 95-й квартал действовал в Украине. Вот. Тоже они его приглашали на разные мероприятия, он снимался в российских фильмах, он принимал участие в российских шоу и так далее. То есть на самом деле вот с Россией у него все было отлично. Более того, у него было даже восхищение Путиным до определенного времени. Вот. Но есть политические интересы. Зеленский продемонстрировал на протяжении своего президентского срока, что для него не существует там, понятия там, идеалы, друзья и так далее. Для него существует его эгоцентричная личность, вот, его эго. Вот. Все остальное – это расходные материалы, которые можно пожертвовать. Александр в чате задает вопрос. Скринсейвер приказа с подписью Зеленского, разрешающий встретиться Трампу и Си Цзиньпина в вашей второй книге будет? По скриптум. Можно как внешний фон рисунка обложки. Спасибо. Да, спасибо большое за идею. Вот, но Зеленский просто своим вот этим указом, который был опубликован перед 9 мая, что он разрешает как бы праздновать 9 мая, провести парад, он не понимает, каким образом он навредил самому себе, вот, своему образу. Он не понимает, что политика – это не КВН. Здравствуйте. Вопрос на подумать. Такое ощущение, что пытаются этими черными мессами и гадалками отвлечь от того, сколько миллионов или миллиардов там своровано, и что это за и что на кровавые деньги вообще построили. Нет, я думаю, что здесь не отвлекают внимание. На самом деле миллионы, миллиарды действительно разворовывались, и они тоже, и этот вопрос будет рассматриваться серьезно. Не только вопрос династии, не только вопрос Ермака. Я думаю, что вопросы разворованных денег, той помощи, которая предоставлялась Украине, которая потом разошлась по счетам в зарубежных банках, вот, все это будет рано или поздно расследовано. А вопрос гадалок, вопрос вот этой чертовщины, он в принципе является вопросом, который привлекает именно к тому, как осуществляется государственное управление в Украине. Вот. Что такое государственное управление, система государственного управления? Вот. Когда вопросы решают не институционально, а вот по принципу разложили карты Таро и приняли решение, но это где-то свидетельствует о реальном состоянии вещей, положении вещей в Украине, в украинской политике. Так, значит, как вы считаете, Константин Петрович, нужна ли Украина миру или лучше без нее? Да на самом деле этот вопрос никогда не стоит. Вот если есть какое-то государство, нужно оно миру или не нужно. Каждое государство должно само понять, чем оно может быть интересно миру. Вот. Оно должно предложить. Потому что мировое распределение труда сегодня, мировое распределение благ таково, что каждое государство должно доказать остальному миру, что оно интересно, важно, что оно имеет право быть не просто там фактом, но и фактором
политики, и вообще, что у него есть определенные претензии, они на чем-то базируются у этого государства. А так, чтобы весь мир сидел и думал, чем мы можем помочь Украине, зачем нам Украина, ну, такого не бывает. Что не летит по Банковой, по железной дороге, которую Зеленский ездит в Евросоюз, и которые едут с Евросоюза? Договорняк, а кто-то еще верит в войну. Такой комментарий. Извините, пожалуйста, я на протяжении всей войны рассказывал о том, что существует договорная линия между Украиной и Россией. Да, постоянно существовала эта линия, более того, от Украины ее именно Буданов курировал, вот, по его ведомству. И, соответственно, постоянные договоренности об обмене пленными, договоренности об обмене телами, договоренности о определенных координатах, которые будут неуязвимыми в тот или иной день, поскольку приезжает тот или иной деятель, иностранный гость, или же что туда едет Зеленский, вот, они соблюдались на протяжении всей войны. Украина сообщала об этом, Россия делала определенную паузу на том направлении, потом уезжал гость, соответственно, после этого возобновлялись боевые действия. Вот. Да, для гостей, высоких гостей, которые приезжали в Киев, показательно включали воздушную сирену, их опускали там в бункер. Понятное дело, ничего в этот момент не прилетало. Через минут 40 их выпускали оттуда. Они, ну, такой аттракцион устраивали им. Вот. Но в целом, да, договорники были в этой войне. А вот такой вопрос от Анатолия. Уважаемому дяде Косте, после разгрома украинства как политического движения вы откажетесь от употребления атовизма в Украине в пользу классического на Украине? Не откажусь. Не откажусь, это уже со мной, наверное, навсегда. Какой самый лучший... Поздно мне менять. Тем более, что Российская академия наук вот, в свое время дала определение, что оба варианта применимы в современной грамматике. Слушайте, ну тут же тоже, понимаете, это академики эти, прости господи, они говорят, что кофе — это он и оно. Да, конечно, точно как пальто и так далее, так что это так можно употреблять как угодно, там, метро, изменять, то есть склонять, склонять, так что... Алекс, какой будет самый лучший исход войны для Зеленского? Я думаю, что Зеленскому уже поздно думать о каком-то исходе, положительном исходе для него лично. Вот. Все равно при любом исходе он будет отработанной фигурой. Главное, наверное, чтобы остался жив. Вот. Ну, по крайней мере, я человек не кровожадный, смерти никому не желаю. Так, значит... А почему бы не расценить слова Мендель как спасение сотен тысяч украинцев, а вы своим молчанием дальше закапываете Украину и украинцев в небытие? Вот такой от Галлы комментарий. Кого спасла Мендель в данной ситуации? И на что повлияло интервью Мендель? Да, мы повозмущаемся, поговорим там об этом, вот еще неделю, наверное, будем об этом говорить. Вот. Но сказать о том, что это интервью привело к серьезным потрясениям, что там Трамп проснулся, увидел это интервью и говорит, надо что-то делать с этим Зеленским и так далее, надо его немедленно устранять, Мендель нам открыла глаза. Ну, извините, пожалуйста, но за этим интервью действительно не последуют действия, которые спасут сотни тысяч людей. Если бы они спасли, да, я бы аплодировал стоя. Это да. Значит, тут смеются, мне гадалка нагадала за $50, что я лох. Ха-ха-ха. Но я вам хочу сказать там то, что зачитывал прокурор, нашему четко говорит, Ермак, ты давай как бы за границу, ну... А то НАБУ победят и все такое. Вот. Знаете, приворот не сработает. А он говорит, не буду уезжать, не уехал и не уеду. Чуть это за доблесть такая, не уеду. Я в 23-м году это почувствовал без гадалок. Это да. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем стриме. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Это очень важно, потому что каналы и у Константина Петровича, и у меня подсанкционные. Вы знаете, вот этот вот, вы говорите, допустим, Мендель, чем спасла. Я, может, это понимаю, ваш скептицизм и критику. Но с другой-то стороны, она наконец-то все объяснила. Она все показала.
когда с блогерами, с какими-то экспертами, с кем-то, кто не угоден, расправляются путем отправки человека на мясо, на фронт. Не там, где сейчас Сережа Иванов, тут писающий прокурор служит, не там, где там какие-то звезды там эстрады, типа приписаны к кому-то, Славка Вакарчук, работник, сотрудник ТЦК, да, или какие-то другие, там муж Ефросининой по Дубаю сбивает ПВО, а на реальный ноль, где ты просто, ну, не выживешь, и сливают, а потом что, ну, умер, защитил честь Родины. Александр, я знаю сам очень большое количество случаев, когда вот действительно неугодных отсылали на ноль. Я знаю эти случаи, я знаю случаи, когда человек, который критиковал в свое время брата Ермака, вот, который слил информацию про брата Ермака, был отправлен на ноль, причем его просто взяли, как вот возле дома, тут же за несколько часов оформили, отправили его на передовую, и потом, соответственно, буквально на следующий день он погиб. Вот. Злые языки даже говорили, что русские даже получили координаты, куда стрелять прицельно. То есть и такое я знаю. То есть и таких случаев десятки. И я обязательно буду писать еще следующую часть, следующее там, окончание или продолжение Джокера. Я обязательно это все использую. А Мендель, спасибо большое, она дала большое количество материала, которое я использую тоже обязательно при написании следующей части Джокера. Вот только единственное, что я говорю, что не стоит переоценивать. Революцию это не вызовет. И, да, к сожалению, это информационный, очень серьезный информационный посыл, который, конечно же, там взбесил, наверное, Зеленского. Зеленский, очевидно, что потерял там, наверное, на несколько дней покой, сон и аппетит. Вот. Но удаляться в туалет на 15 минут он не перестал. Делать всякие противозаконные вещи он не перестал. Вот. Люди в Украине гибнуть не перестали, к сожалению. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, до свидания. Друзья, берегите себя. Добра и света. Увидимся.